Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня новинка от итальянского дизайнера Брунелло Кучинелли. Это джемпер с великолепным лиственным узором, веточка с листьями. Ну, видимо, на особом счету у именитого дизайнера растительные мотивы. Совсем недавно у него был очень модный тоже джемпер. В его коллекции тоже все вязали, не перевязали осенью буквально, да, прошедшего года. Вязали с крупными, тоже лиственный мотив был. А здесь вот теперь он использует веточку с листьями. Тоже довольно красиво, интересно смотрится. Использует для своей модельки он цвет серо-коричневый, пряжа, да, вы видите джемпер. И отличительная особенность этой модели — вот такие пайетки. Видите, он с блестящими пайетками разноцветными. Вот, пряжа не совсем однотонная. Здесь имеются такие вкрапления цветные вкрапления, цветные ниточки используются. Я вижу синие, оранжевые вкрапления. Я сегодня пряжу такую, конечно, вам не смогла подобрать, но очень похожую показываю вам пряжу приблизительно такой же толщины и приблизительно по структуре похоже будет получаться узор. Сейчас я хотела бы показать вам эту модель, как она продается на сайте Брунелло Кучинелли. Цена у нее довольно такая серьезная. Почти 7 тысяч долларов она стоит. Вот так она смотрится по переду, по спинке, приближаем, да. То есть здесь вот очень хорошо видно укрупненный вариант пряжи, да. В общем-то, довольно ни на что не похожие. Такие модели, вообще он любит, конечно, все с блестками, но вот такие вот цветные, пестренькие, тоже довольно интересно смотрится. Вариант такой. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Видите, как много пайеточек используется. Очень гармонично смотрится с белой одеждой этот серый джемпер. Очень хорошо. Картинка такая модная, стильная, да. Вот. У нас тоже будет крупная вязка, тоже пряжа будет не тонкая использоваться. Ну, в принципе, я вам там вот так полистала картиночку, да. В принципе, вам суть понятна, как это выглядит на модели. Вы, конечно, под свой размер будете вязать. Мы будем сегодня с вами составлять описание на размеры российские 42 по 52 будет использоваться. Мы с вами сделаем, у нас будет и схема, я нарисовала этого узора, и у нас будет выкройка. В общем-то, сегодня мы с вами полностью составим описание, полную инструкцию, чтобы вы смогли связать без всяких проблем этот джемпер. И, конечно же, начинаем мы с пряжи. Смотрим пряжу. Для нашего джемпера я выбрала пряжу Alize Superlana Midi из серии Luxe. Турецкая пряжа, 25% содержания шерсти. И остальное, акрил там, вот это вот блестки, видите, да, она у нас с рюлексом. 100 грамм 170 метров. Пряжа очень мягкая, совершенно не колется, идеально подходит для вязания плечевых изделий. Вот я вам показываю ниточку. Спицы я использую, девочки, 4,5. Вот так выглядит наш узор с листиками. Вот. Здесь у меня уже, значит, связано, получается,
3 раппорта. И вот такие листики получаются интересные, красивые. Схему я рисовала от руки, чтобы максимально приблизиться к оригиналу. Все схемы, которые я находила в интернете, совершенно не подходят. Схему я рисую от руки. И хотела бы вам сказать, что в оригинале у нас используются вот такие пайетки в пряже, но цвет, который связан джемпер, у меня отсутствует. У меня есть вот такая пряжа Суперлана Alize Midi Pulu. Вот. И она у нас с пайетками. Если вы подберете цвет, вот цвет такой, да, потемнее, то у вас просто будет практически в точь. Хотя там используется пряжа, состав другой, конечно же, и, в общем-то, вот по толщине, мне кажется, я верно попала, а вот по цвету и по составу, конечно, приблизиться к тому джемперу, который стоит в разы дороже, ну, это надо очень сильно постараться. У меня таких возможностей нет. Я предлагаю вам оптимальный вариант, который, в принципе, бюджетный и простой. Приятный к телу материал, очень мягкий, совершенно не колется. Вот этот рюлекс дает некое очарование вязаному полотну. Мне все очень нравится. Я просто вообще-то люблю вот такие вот все необычные варианты вязания. Рюлекс всегда приветствую. Итак, мои хорошие, смотрим схему. Схему узоров я нарисовала от руки, и она у нас вот так выглядит. Здесь используется 12 рядов в высоту, 16 петель ширина мотива. И, в общем-то, вот таким образом выглядит у нас узор. Здесь про условное обозначение хотела бы коротко. Вертикальная черточка – это лицевая петля, горизонтальная – это изнаночная петля. Все вот эти треугольнички, прямоугольные, обозначают 2 вместе лицевой с наклоном вправо, а это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кружочек – это накид. И вот этот равнобедренный треугольник – это 3 вместе лицевой. Я вязала с наклоном влево. Все. Красным отмечены места, где нет петли. Все. Теперь про выкройку. Вот такая будет выкройка у нас используется в описании. Здесь нет размеров. Размеры я, девочки, озвучу в расчетной части. Там будем детально с вами рассматривать. Сейчас вы видите, что конструктивно. Я рассматриваю эту модель как 2 детали мы вяжем отдельно, спинка перед. Вязание осуществляем снизу вверх, и рукава, и спинка с передом. Различие только в вырезе горловины. Вяжется одинаково спинка с передом. Вот. И все размеры, значит, чуть позже в расчетной части. Вот таким образом выглядит мое описание, которое я всегда выкладываю под видео. Вот здесь идет последовательность всех ваших действий, то есть полная инструкция в виде текста будет под видео. Открывайте под видео вкладочку, и здесь вы увидите это описание. Но все вот эти циферки я обосновываю в расчетной части. Там же я рисую схематично, как мы располагаем узоры. Вот здесь я пишу далее перейти на узоры, располагаю узоры согласно видеопроекта на моем канале. Итак, мои хорошие, сейчас мы с вами приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 33 петли. У меня здесь, девочки, 2 раппорта. Причем количество петель в раппорте будет меняться с 15 на 16 в каждом ряду. Ну, то есть не всегда будет 15. Вот о чем я хотела сказать. Спицы я взяла 4,5. Можно даже 5 взять, если есть желание, чтобы было крупнее. Итак, начинаем мы с первого ряда. Для вязания образца набираем 33 петли. Вообще число петель в раппорте составляет 16, но первый ряд у нас всегда идет как вспомогательный, первый, второй ряд. Поэтому, девочки, в раппорте на 1 петлю меньше набирается, и затем все нормализуется, и в раппорте будет 16 петель в дальнейшем. Итак, значит, давайте
Вяжем с вами первый ряд. Как я уже сказала, он такой у нас вспомогательный. Первая петелька у нас кромочная, вяжем ее лицевой и начинаем вязать. У нас 2 раппорта в ширину, плюс 1 петля для симметрии. Первую петлю вяжем лицевой. Затем накид, снова опять лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, изнаночная, снова лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Раппорт связан. Вяжем второй раппорт. Опять первая лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, связали второй раппорт. 1 петля лицевая для симметрии у нас будет вязаться в конце ряда всегда, кромочная вяжется изнаночной. Переворачиваем с вами, второй ряд вяжем, как смотрят петли, и все накиды провязываем изнаночными. Третий ряд вяжем. Первая кромочная, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид. Раппорт связан. Второй раппорт повторяем. Лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид. Связали второй раппорт. Для симметрии 1 лицевая в конце ряда, кромочная, изнаночная. Связали третий ряд. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. Вяжем 5 ряд узора. Кромочную сняли. Первая лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 вместе, 1 лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. Раппорт связан. Второй раппорт вяжем. Лицевая, накид, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. Второй раппорт связали,
Для симметрии 1 лицевая в конце ряда, кромочная, изнаночная. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд узора вяжем. 1-я петля кромочная. Раппорт лицевая, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. Раппорт полностью связан. Точно так же повторяем 2-й раппорт, и я не буду его, девочки, показывать, он также вяжется, вяжем самостоятельно. Вяжем 9-й ряд. Кромочная. Начинаем вязать узор. Лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. Связали раппорт узора. 2-й раппорт также повторяем. Вяжем 11-й ряд. 1-я кромочная, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, изнаночная, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Раппорт связан. Вяжем 2-й раппорт. Также лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, изнаночная, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Связали 2-й раппорт. И у нас для симметрии 1 лицевая в конце ряда, кромочная, изнаночная. И далее у нас вяжется 12-й ряд, девочки, и повтор раппорта с 3-го ряда. Итак, девочки, связан у нас с вами раппорт узора. Повтор идет с 3-го ряда. И, в общем-то, сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца. Горячим паром обдаем наш с вами образец. И тянем его энергично. Он влажный и очень пластичный сейчас. Хорошо тянется. В разные стороны тянем. Распрямляем полотно. Итак, оставляем расправленным в таком состоянии образец сохнуть. Итак, девочки, наш образец высох, и сейчас наша задача с вами сделать замер плотности. Укладываем на ровную поверхность наше вязаное полотно, берем простую линейку и замеряем ширину образца. В моем случае это 21 сантиметр. В самом образце 35
петель. Здесь 2 раппорта по 16 петель. И 1 петля у нас была для симметрии, 2 кромочные. Это в наборе мы делали 33 петли, а затем в раппорте использовалось уже 16 петель. Поэтому 35 мы делим на 21,5 сантиметр. Получаем плотность 1,6. Надо записать в 1 сантиметре 1,6 петель. Теперь по вертикали. У нас здесь, видите, такие неровный край, да? Мы будем с вами мерить там, где у нас самая длинненькая часть. Прикладываем линеечку и измеряем 16 сантиметров. И надо посчитать, сколько рядов связано у меня. У меня 30 рядов использовано в узоре, и надо разделить на 16 сантиметров. Плотность получается 1,87. Ну, в общем-то, надо округлять явно. Давайте напишем 1,9. В 1 сантиметре 1,9 рядов умещается. Вот такая плотность. И, в общем-то, с этими цифрами сейчас приступим к вычислениям. Для расчетов я вот по этой выкройке предлагаю построить нашу инструкцию по вязанию. Смотрите, мы будем сегодня объединять размеры. Первая группа размеров – это 42, 44 и 46 российские. И 48, 50, 52. То есть ширина на первую группу у нас получается 83 петли разделить на 1,6 плотность, 51,8. 52 сантиметра, девочки, будет ширина на первый размер. На второй размер 62 сантиметра, и это 99 петель. 62 умножаем на плотность по горизонтали, будет 1,6, будет 99. Вот такие вот у нас сегодня мерки. Длина изделия. Беру 59,60 на 2 наших размера. Но это, конечно, мерка должна быть очень индивидуальная. Очень. Теперь смотрите особенность узора. Помните, да, что у нас в первом ряду мы набирали с вами, особенность узора такова, что в первом ряду вспомогательном на одну петлю у нас меньше получается, да, и затем мы выходим на 16 петель раппорт. Так и здесь вот надо это учитывать, то есть набираем с учетом того, что здесь будет у нас 15 петель. В первом размере умещается 5 раппортов по 16 петель, да, вот, получается, плюс 1 петля, мы вязали крайне левой, для симметрии добавляется, плюс 2 кромочные, это понятно. И смотрите, располагаем мы с вами 5 раппортов, получается, по 15 петель, ну, первый ряд у нас по 15 петель идет раппорт. 1, 2, 3, 4, 5 раппортов по 15 петель, 1 петля для симметрии и 2 кромочные. С третьего ряда у нас уже 16 петель идет полноценный раппорт. Понимаете? Вот, поэтому 16. Мы для планки нижней, все детали вяжутся снизу вверх, будем набирать на 5 петель меньше, 78 и 93. В последнем изнаночном ряду у нас с вами автоматически, и считала я плотность, уже имея в виду наш раппорт по 16 петель, а не по 15. Только в первом ряду 15 идет. Потом все становится на 16 петлях. Поэтому все здесь автоматически на 5 петель прибавляется в первом ряду. И мы с вами уже начинаем вязать третий ряд уже с количеством петель 83 и 99. И вяжем. В раппорте у нас
повтор идет каждый раз с 3 по 12, с 3 по 12. То есть первый ряд это был самый первый, как мы его будем считать как вспомогательный ряд. Да? Вот. Это такая особенность нашего узора. Здесь я не делаю вырез горловины по спинке. Закрываем все на одной высоте. И спинку, значит, плечи и вырез горловины делим таким образом, что на вырез горловины придется 31 и 35 петель. И все, что осталось, это петли плеч 26 и 32. Как считала, смотрите, если у нас здесь будет 19 сантиметров ширина по вырезу горловины спинки, то мы умножаем это число на плотность 1,6. Вот надо, чтобы было нечетное число, я беру 31. И для большего размера 35. Пошире. Так, различие у нас спинки и переда лишь в том, что вырез горловины у переда довольно глубокий, на 7 сантиметров глубиной. Вот. Обязательно, девочки, применяйте вертикальную плотность при вязании. То есть в моем описании, которое я выкладываю под видео, везде на все вертикальные размеры стоит равенство в рядах. Любой размер по вертикали я пишу равно столько-то рядов. Считаю я это следующим образом. Предположим, нам необходимо посчитать с вами, на каком уровне будет формироваться пройма. Да? Как считаем? Вот у меня стоит глубина проймы 20 сантиметров, первый размер. Общая длина 59. И нижняя планка 4 сантиметра, вяжется резинкой 1 на 1. Считаем. 59. Отнять 4 сантиметра резинка и отнять 20 сантиметров вырез проймы. Пройма начнется на высоте 35 сантиметров от резинки, от планки. 35 сантиметров надо перевести в ряды обязательно. 35 надо умножить на 1,9. Это наша с вами плотность по вертикали. Мы ее посчитали. Вот в 1 сантиметре 1,9. И получим мы с вами число 66 рядов. Я пишу, что на высоте 35 сантиметров равно 66 рядов. Мы ставим отметку, здесь начнется пройма. Пожалуйста, не игнорируйте вертикальную плотность. Все вертикальные наши параметры переводите в ряды. И когда будете вязать, считайте, девочки, ряды, а не сантиметрами измеряйте. Это очень важно, потому что после стирки изделие вытянется и станет очень длинным. Вот, поэтому, чтобы этого избежать, применяйте заранее плотность по вертикали. Вы помните, как образец тянули, да? Вот. Дали ему высохнуть. Во влажном состоянии он у нас находился. То есть мы его сознательно ввели во влажное состояние. То есть мы его адаптировали к тем условиям, в которых он затем будет эксплуатироваться, скажем так. Теперь по рукаву. Длина рукава это настолько индивидуальная мерка. Обязательно обращаю ваше внимание, не доверяйте слепо тому, что у меня сейчас будет в расчетах. Длину рукава обязательно под себя отрегулируйте. Начинаем вязать рукав снизу опять с планки. Планка 4 сантиметра, резинкой 1 на 1. И затем, девочки, нам необходимо вывести наше количество петель к параметру 51 петля. Вот у меня распределение узоров идет. Смотрите, на рукав 3 раппорта по 16, но по сути по 15 в первом ряду, да, у нас идут, то есть на 3 петли меньше. То есть минус 3, да, получаем. Что мы получаем? 48 петель, девочки, 48 петель получаем. То есть здесь вот у нас после 40 петель мы должны с вами
в последнем изнаночном ряду планки довести количество петель путем прибавки равномерной до 48 петель. Вот. И распределить узоры следующим образом. 3 раппорта подряд, 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Понятно. И затем в третьем ряду количество петель в раппорте станет 16 автоматически. Будем вязать по схеме. И все встанет на свои места. И по сути в рукаве будет начало 51 петля. Вот. Тут у нас будет такая еще интересный расчет скоса по рукаву. Самая широкая часть рукава у нас будет составлять 63 и 73 петли по размерам. Это я умножила вот эту высоту проймы на плотность по вертикали, по горизонтали. То есть получила это количество петель. То есть самая широкая часть рукава. Вот. А теперь путем вычисления, вот, например, первый размер 63 отнять 51 снизу, получается 12 петель. Делим их на 2 скоса. Надо с каждого скоса прибавить 6 петель. Их надо прибавлять равномерно. Как это сделать, показываю на примере. Вот высота нашего скоса от планки до окончания, в моем случае 37 сантиметров. Я также перевела с помощью вертикальной плотности в ряды. Получилось 70 рядов. Умножила 37 на плотность по вертикали 1,9. Получается 70 рядов. И теперь эти 70 рядов я буду делить на 6. 70 разделить на 6, получается вот это число 11, ну скажем так, с половиной. То есть ни 11, ни 12 мы не можем. В таких случаях рекомендую делать чередование. Первую прибавку мы делаем в 11 ряду, вторую в 12, третью опять в 11, четвертую в 12. Понимаете, да? И таким образом у нас идут равномерные прибавки 6 раз. 6 петель мы таким образом прибавим с вами. Аналогично я считал для второго размера. Здесь у меня 73 петли, здесь 51 петля. Всего надо прибавить 22 петли. По каждому скосу это, значит, составляет 11 петель. Все это описание, девочки, я выкладываю под видео. Пожалуйста, будьте внимательны. Там есть полная инструкция со всеми вот этими озвученными цифрами, которые я сейчас вам рассказывала, откуда они берутся. Внимательно читайте, там, в принципе, все есть. Как скруглить вырез горловины, вот, через сколько петель мы делаем прибавки, все это там есть. Ну, собственно, вот все, что я хотела вам рассказать. Изделие наипростейшее. Оверсайз, свободный крой, спущенное плечо, да, идет у нас. Никаких скосов плеча я здесь не делаю. Это чистейший оверсайз, очень свободный крой. Поэтому, в принципе, по желанию, конечно, вы можете сделать скос плеча, если вам это очень хочется, сделайте. Вот, так вроде бы как она сидит интереснее. Но в оригинале я скос плеча у модели не увидела, поэтому я его и не делала. Я желаю вам удачи и до новых встреч!